когда человек на вопрос о том, что такое счастье, даст моментальный и исчерпывающий ответ. Он, скорее всего, растеряется и задумается. Конечно же, все люди искренне желают быть счастливыми, но далеко немногие могут дать свое определение понятию счастья. И даже если дать человеку время на раздумье, то не каждый сможет найти адекватный ответ. Если все упростить, то состояние глубокой удовлетворенности жизнью можно считать счастьем. Имеется в виду не тот момент, когда достигнуты и решены все цели и задачи, а продвигаться дальше уже некуда, жизнь просто теряет смысл. Нужно научиться получать удовольствие от процесса достижения, делиться результатами и подвижками с друзьями и близкими. Тогда достигнутое не будет являться конечной точкой, а будет следовать за человеком всю оставшуюся жизнь. Дорога к человеческому счастью не бывает легкой. На пути постоянно встречаются различные преграды, которые всегда препятствуют достижению желаемого. Человек часто создает такие преграды себе сам, а потом сетует на то, что у него многое не получается. Проблемы вынуждают человека сворачивать с намеченного пути и не позволяют ему в полной мере наслаждаться жизнью. Из-за этого он ощущает себя более несчастным. Главное понять, что если многие преграды люди возводят для себя сами, то также самостоятельно они смогут и избавиться от них. Вот основные препятствия к счастью, которые необходимо преодолеть в первую очередь. Во-первых, это зависимость от мнения окружающих. Знать, что думают другие о твоей деятельности, конечно же, не будет лишним. Просто нужно продолжать действовать независимо от стороннего мнения. Если решение принимать только вам, то для чего тогда зацикливаться на мнении других? Ведь у всех разные точки зрения. То, что у одного вызывает восторг, для другого вообще неприемлемо. Пусть окружающие люди говорят и думают все, что им захочется. Главное, чтобы они не становились препятствием на вашем пути. Человек никогда не достигнет желаемого результата, если будет постоянно оглядываться на мнение других. Во-вторых, это гнев и обида. Этот пункт может послужить некоторым продолжением предыдущего. Если кто-нибудь не одобряет ваши действия, то вы можете разозлиться и обидеться. Вам ведь сильно хотелось понравиться окружающим. Обида и гнев не самые лучшие помощники. Переживая эти чувства, человек несет колоссальные потери энергии, причем впустую, а у собеседника появляется возможность для манипуляций. И в-третьих, это создание идеального образа. Эта привычка в человеческом мышлении обычно наносит наибольший вред. Идеальный образ совершенно не связан с действительностью, с реальными предметами и с их свойствами. Идеал – это что-то такое, чего по определению может и не существовать вообще. Это некий воображаемый образ, ориентируясь на который можно совершенствовать реальный мир, но полностью достичь такого образа не удастся. Так что и стремиться к идеалу нет никакого смысла. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто посмотрел видео. Если понравилось, ставьте лайки, делитесь в комментариях, что вам мешает стать счастливыми. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать о себе еще очень много интересного. Всего всем доброго!